Всем привет! В сегодняшнем видео мы постараемся сравнить три локальные модели с 9 миллиардами параметров. Значит, какие у нас участники сегодняшнего сравнения? Первый участник это Qwen 359B MTP. Эта модель, я думаю, всем известна. Большинство ее использует на видеокартах с маленьким количеством видеопамяти. В принципе, про нее тут рассказывать нечего. Единственный момент, который уточним, тестить будем все модели с квантизацией Q5KM. Так, далее. Вторая модель в нашем сравнении будет это Quebel 9B. Значит, эта моделька появилась где-то 2 недели назад. В чем она тут заключается? Она, в принципе, основана на том же самом Qwen 359B, но была дообучена, в общем, на каких-то там данных Fable 5 и GPT 5.5. Вот, поэтому посмотрим, отличается ли она от базового Qwen, лучше, хуже и так далее. И третья модель в нашем сравнении будет это новая модель, которая вышла, когда она вышла, 3 дня назад всего лишь. Называется Ornit 1.0 9B. Значит, эта моделька, как пишут тут создатели ее, она тоже сделана на основе Qwen 3.5, но также Gemma 4. Вообще, вот этой в линейке Ornit 1.0 есть несколько разных моделей. Вот 9B Dance это самая маленькая модель, которую мы будем тестить. Также есть 31B Dance, 35B моя модель и 397B тоже моя модель. Что примечательно в этой модели, так это ее бенчмарки, точнее результаты в бенчмарках. Вот тут создатели модели выкладывают такой скриншот интересный. И вот если верить этому скриншоту, то вот это Ornit 1.09B по бенчмаркам превосходит Qwen 3.5 35B и Gemma 4 31B. То есть получается, что модель с 9 миллиардами параметров круче, либо наравне с моделями в 30 миллиардов параметров и больше. Это довольно интересно. Проверим на практике, так ли это на самом деле. Значит, тестировать я эти все модели буду на своей видеокарте NVIDIA CMP50HX. Кстати, кому интересно, у меня вышел недавно ролик, в котором я подробно рассказываю, как можно оптимизировать энергопотребление на этой видеокарте. Ну, в принципе, на любой видеокарте NVIDIA. А также я показываю способ, как можно модифицировать Llama CPP, чтобы производительность на CMP видеокартах, а именно CMP50, CMP70, CMP90, возможно еще какие-то CMP-шки. В общем, производительность на этих CMP-шках в Llama CPP вырастает в 2 раза в токен generation. И там несколько, там 30-40% в промпроцессинге тоже вырост. Поэтому, кто не видел, посмотрите прошлое видео. Там, в принципе, довольно полезная информация, может быть, вам пригодится. Итак, еще вот, кстати, такой дополнительный момент. Я решил еще добавить четвертую модель к этим трем локальным. Четвертую модель по API будем использовать. Это платная модель, будем через OpenRouter к ней подключаться. Это будет DeepSeek V4 Flash. То есть мы как его возьмем за ориентир, то есть сравним, насколько вот эти наши 9B локальные модельки уступают большой модели DeepSeek V4 Flash. Она, в принципе, довольно популярная сейчас, у нее расценки приятные, и много, я знаю, используют ее для программирования. Поэтому сравним все 4 модели и посмотрим на результаты. Так, работать мы будем в Visual Studio Code. В качестве агента будем использовать KilaCLI, ну или KilaCode по-другому. Так, что касается наших тестовых заданий. У нас будет сегодня 4 задания. Первое задание будет это создание одностраничного лендинга. Значит, тут у нас есть подробный промпт.
Вообще у нас тематика лендинга будет провайдер LLM моделей через API. Вот, значит, тут все у нас описано, какие блоки должны использоваться. Посмотрим, как наши локальные модели, а также DeepSeek справятся с этой задачкой. Вторая задача у нас будет это создание веб-приложения «Календарь затрат». В чем суть этой задачи? То есть у нас будет одностраничный сайт, на котором будет выводиться список наших затрат. То есть там будет название затраты, ее цена и дата. Также будет функционал добавления новых затрат. Также будет фильтр по дате, то есть мы можем посмотреть за определенную дату наши затраты. И еще будет строиться график за месяц с разбивкой по каждому дню, сколько у нас было затрат. Вот, что тут еще можно сказать. Также я еще добавил тут условие в промпте, что в списке вводится не более 5 записей. Если более 5, то появляется пагинация. То есть тоже посмотрим, как модель это реализует. Так, третья задача у нас это создание HTML-странички с анимацией горящей свечи. То есть это будет 2D-сцена с использованием только чистого HTML, CSS и JavaScript, без всяких внешних библиотек. Вот, довольно простой промпт. Посмотрим, как модели выполнят эту задачу тоже. И четвертая задача, на мой взгляд, самая сложная, это HTML-страничка с 3D low-poly моделью деревенского дома. То есть тут наши модельки должны использовать 3GS, построить модель домика, там сделать у него окна, двери, крышу, труба, из которой должен идти дым. Также вокруг дома там должны быть деревья, камни, забор. В общем, все в таком роде. Довольно такая детализированная сцена. Скорее всего, эта задача будет слишком сложная для наших моделей. По крайней мере, локальных, я думаю, точно они будут испытывать сложности. А вот насчет DeepSeek V4 Flash не знаю. Может быть, он что-то сможет показать. Ну, сравним, посмотрим. Итак, приступим. Вот у нас открыты 4 окна в VS Code. Значит, будем по очереди выполнять первое задание, это лендинг, напомню, с помощью каждой из 4 сегодняшних моделей. То есть у нас всегда в левом верхнем углу будет Qwen 359B, сверху справа будет всегда Quebel 9B, снизу слева будет Ornit 109B и снизу справа будет DeepSeek V4 Flash. А какие у нас будут вообще критерии выполнения задач? То есть мы отправляем наш промпт на выполнение нашей задачи. Когда моделька говорит, что все сделано, мы пробуем запустить. Если там есть какие-то ошибки, то дается модели 3 шанса на исправление этих ошибок. То есть, ну и в итоге либо она исправит, либо остается так, как есть с багами. Оцениваем, то есть результат после максимально 3 исправлений. Итак, сейчас я запускаю по очереди все наши задачки и в конце вернемся, когда уже будет все сделано. Итак, все 4 модели завершили работу над первой задачей, все создали лендинг. Давайте вкратце пробежимся по каждой модели. Значит, Qwen 359B. У меня к нему абсолютно нет никаких претензий. Сделал лендинг с первого раза, никаких даже правок не потребовалось. В принципе, все окей. Значит, модель Quebel. Вот здесь у меня были проблемы. Во-первых, одна из проблем была такая, что модель начинает работать, то есть там выполняется 15-20 минут, и потом возвращает какой-то результат, и килокод его считает невалидным и бьет ошибку. Ну и на этом как бы все выполнение прерывается, и приходится запускать заново ее. Вот. Второй как бы косяк можно назвать это, что слишком она много потребляет контекста. Вот у меня на всех моделях было открыто контекстное окно 80 тысяч токенов. И вот этот Quebel пару раз у меня не влезал в контекстное окно полное.
Вот. Но с какой-то там попытки у меня получилось все-таки выбить у него результат. Были там косяки, но они, в принципе, и остались, эти косяки в лендинге. Я давал там ему команды на правку, он тут вот типа написал, что что-то поправил, но по факту нифига он не смог поправить. То есть вот вкратце резюме, если то мне не особо понравилось, как вот этот Quebble выполняет работу, по крайней мере по лендингу. Потом третья моделька Ornit 109B. Вот к ней у меня практически нет претензий. Она с первого раза выполнила лендинг. Там было два косяка по стилям небольших. Я вот ему написал про эти два косяка. Он их поправил с первого раза. В принципе, норм работает, претензий нет. Ну и DeepSeek. DeepSeek это мы, напоминаю, через OpenRouter по API ее запускаем. Что сказать? Ну, скорость высокая, это да. А вот качество вызывает вопросы. В принципе, он сделал лендинг с первого раза, но были косяки по верстке, несколько штук. Вот я ему давал команду это поправить, он что-то поправил, что-то не до конца. Ну, в общем, так себе. В общем, сейчас посмотрим все 4 лендинга, как они выглядят. Так, вот наши 4 лендинга. Давайте их смотреть. Первый лендинг это Qwen 359B. Давайте его посмотрим, обновим страничку. То есть вот он сделал какую-то анимацию на фоне. Вот анимация вот этого текста. В принципе, прикольно. Ну, хотя вот эта фоновая анимация, она какая-то нечеткая. Ну, идея хорошая, но исполнение так себе. Но в принципе норм. Дальше, следующий блок о компании. Тут, в принципе, у меня вопросов нет, все хорошо. Блок услуги. Ну, в принципе, тоже все хорошо. Конечно, вот это в основном все китайские модельки грешат тем, что они часто любят использовать вот эти эмодзи везде. Хотя я там в промпте прописал даже, что нельзя использовать эмодзи, но все равно они их пихают куда хотят и вовсюду. Вот. Дальше. Раздел модели. В принципе, тут тоже все хорошо. Преимущества. Все окей. Инфраструктура. Ну, вот, честно сказать, непонятно, что вот эти стрелочки значат. Скорее всего, они куда-то не в ту сторону повернуты. Ну, можно считать за косячок. Тарифы, в принципе, окей. Так, интеграция, шаги. Пример кода, все есть. Кейсы есть. Отзывы. Все отлично. Так, часто задаваемые вопросы. Ну, в принципе, работает. Так, тут счетчики все работают. Форма обратной связи. Ну, в принципе, выглядит неплохо. Футер выглядит довольно-таки хорошо. То есть, в принципе, я бы сказал, что лендинг, который сделал Qwen 9B, довольно неплохой. Дальше переходим ко второму нашему участнику, это Quebble 9B. Что у него получилось? Значит, шапка, в принципе, окей. Вот тут вот нет анимации никакой. В принципе, выглядит нормально, но хотелось бы что-то анимированное, выглядело бы пободрее. Так, блок о компании. Ну, он есть, но вот как-то мне вот это не нравится, что вот эти блоки ниже, чем вот эти. Ну, допустим, окей. Наши услуги. Ну, в принципе, окей. Каталог моделей. Нормально. Преимущества. Ну, простенько, но нормально.
Так, блок инфраструктура, тут что-то он накосячил. В общем, как-то криво это отображается, не зачет. Дальше, тарифы. Есть, но видим косячок по верстке, что текст у нас обрезается. Ну, в общем, как-то так. Здесь все норм. Все норм. Отзывы. Ну, бедно, но пойдет. Так, популярный вопрос. Тут вот косяк он так и не смог поправить, то есть, что при клике открываются сразу все, и потом ничего не закрывается. Писал ему поправить этот баг, написал он, что типа поправил, но нифига не поправил. Статистика. Тут у нас тоже не влезают числа в блоке, косяк. Да и в принципе вот эти вот единицы измерения где-то на отдельной строке, как-то это все криво смотрится. Ну, в общем, не зачет. Форма обратной связи. Ну, вроде как есть. Вот непонятно, что. Ага, вот тут косяк. Не видно текст. Вот эта зеленая рамка непонятно к чему. Так, и футер, в принципе, норм. Ну, в общем, вот такой вот Ленит нам сделал Квебл. Сомнительно, конечно. Так. Дальше. Третий участник это Ornit 109B. Посмотрим, что у него получилось. Значит, шапка выглядит неплохо. Вот эта стартовая часть, в принципе, выглядит неплохо. Есть даже какая-то анимация. Так, раздел о компании. Хорошо. Раздел услуги. Мне нравится. И фоновые вот эти эффекты прикольные. Модели. Окей. Преимущества. Ну, тоже неплохо. Хотя вот тут иконки какой-то нету. Либо она кривая. Непонятно. Но, допустим, окей. Инфраструктура. Вот здесь блок сделан отлично, я считаю. Все понятно. Стрелочки куда нужно показывают. Тарифы. Ну, тарифы как бы в принципе окей, но вот то, что разная ширина блоков, как-то, мне кажется, не очень хорошо смотрится. Так, внедрение окей. Кейс использования нормально. Отзывы нормально. Часто задаваемые вопросы. В принципе, все окей. Так, ну вот этот блок со счетчиками, как-то он, в общем, не влез по центру, где-то смещен вправо получился, тут косячок. Форма обратной связи, в принципе, нормально. Контакты. Ага, он сделал, значит, контакты отдельно. Ну, допустим, окей. Подвал. Тоже, допустим, окей. Так, а почему эти не двигаются штуки? Ага, то есть они вначале двигаются, но потом почему-то останавливаются. Ну, в принципе, нормально, но не без косячков мелких. Дальше. Последний наш участник это DeepSeek V4 Flash. Смотрим, что у него. Шапка нормально. Вот этот стартовый блок в принципе нормально. Тут есть какая-то анимация. Да, что-то моргает. Немножко есть. Ну, допустим, окей. Блока компании. Ну, нормально. Наши услуги. В принципе, все неплохо пока. Каталог моделей хорошо сделан. Преимущества нормально. Инфраструктура. Ну, в принципе, все хорошо тут. Так, тарифы. В принципе, ширина блоков одинаковая, но вот текст немножко выходит за границы. То есть есть мелкий косячок по верстке. Потом блок шагов.
Вот мне нравится, что вот это 1, 2, 3, 4 еле видно, не зачет. Дальше кейсы, окей. Отзывы. Тоже нормально. Так, блок с вот этими счетчиками. Ну вот текст вылазит за границы, это раз, и он не отцентрован почему-то по ширине страницы. Как бы тоже косячок. Так, часто задаваемые вопросы. Все работает нормально. Форма обратной связи нормальная. Блок контактов хороший. Подвал хороший. Ну вот, в принципе, как сделал наш лендинг DeepSeek. Что могу сказать? Есть мелкие косяки, даже сейчас остались после нескольких правок. Вот. Ну, в принципе, от такой большой модели, как DeepSeek V4 Flash, я ожидал большего. То есть он меня ничем не удивил. Просто обычный, простой лендинг. Так, и какой итог мы подводим? Что бы я поставил на первое место? На первое место я бы, наверное, поставил все-таки лендинг, который сделал Квен. Он мне понравился больше всего. Поэтому я ему ставлю 4 балла за первое место. Затем на второе место... Вот я не знаю, даже вот выбор между Орнитом и DeepSeek. Честно сказать, выбор тяжелый. Но, наверное, все-таки я бы DeepSeek поставил на второе место. Как-то в целом он мне больше нравится, чем лендинг Орнита. То есть DeepSeek мы даем 3 балла, Орниту даем 2 балла. Ну а наш Quebble самый плохой результат показал. Ставим ему единичку. Так, теперь переходим ко второму заданию. Итак, завершили наши нейросети работу над второй нашей задачей. Это, напоминаю, создание веб-приложения «Календарь затрат». Значит, и вот такие результаты у нас получились. Qwen 359B. Значит, с первого раза, в принципе, сделал функционал просмотра списка, редактирования, удаления затрат, функционал добавления затрат, сделал пагинацию, но так и не осилил вывод графика. То есть я ему задавал 3 правки на исправление, то есть он просто ходит по кругу и в итоге так ничего и не чинит. Вот, поэтому вот, в принципе, функционал весь сделан, кроме графика. Дальше, вторая модель, это наш Quebble 9B. Ну, тут очередное разочарование, если вкратце. То есть вот он сделал как бы сайт, но здесь не работает добавление. Вот, то есть ничего нельзя сделать по факту. Переключение по датам вроде как работает, но у нас база данных пустая, и наполнить ее никак не можем. Пробовал исправить я это все, давал ему 3 попытки, но он там либо еще хуже начинает делать, либо возвращается к истокам, но как бы вот это вот так он и не осилил починить. Поэтому можно сказать, что Quebble у нас сделал нерабочее приложение. Третий участник это Ornit 109B. Значит, тут уже ситуация получше. Изначально был сделан практически весь функционал. Были мелкие проблемы, насколько я помню, с редактированием. Вот. Они, кстати, и сейчас есть. Вот почему-то некоторые записи открываются на редактирование, а некоторые нет. И вот непонятно почему. Опять же, есть косяк еще с пагинацией. То есть, вот как видите, при переключении выводит по 5 штук на странице, тут все ок.
но при загрузке первоначальной страницы он выводит вот больше 5 значений. Вот как раз вот те, которые больше 5, у них не работает редактирование. Но в то же время выводятся графики, то есть графики работают, все четко. Работает фильтр по датам, вот за 27 число выявил наши затраты, за 28. Работает по месяцам график, вот за май, за июнь. Ну, вот здесь подпись, конечно, тоже корявенькая, то есть не за 1 июня, а как за весь июнь должно писаться. Но это не суть, это мелкие баги. То есть основные претензии тут в чем? Это вот эта вот пагинация нарушенная, это раз. И вот эти вот неработающие кнопки редактирования на некоторых элементах. И удаление, кстати, тоже. А вот на этих уже работает. Ну, можно сказать, что наш Ornit 1.0 в принципе сделал рабочее приложение, но с небольшими косяками. То есть я, в принципе, доволен, что такая маленькая моделька смогла что-то сделать. Ну и наш четвертый участник, это DeepSeek V4 Flash, он сделал эту задачу с первого раза, никаких я ему правок больше не давал выполнять. То есть тут все из коробки работает. Работает добавление успешно, работает фильтр по датам. Работает у нас график, рисуется все корректно. Суммы высчитываются корректно. То есть тут все прямо отлично. Ну, единственное, можно придраться косяк, это вот эта вот колонка как-то не выровнена по правому краю. Вот. А так, в целом, все остальное работает. То есть DeepSeek нам выдал полностью рабочее приложение и не требующее никаких правок, по сути дела. Так, ну что, давайте теперь расставлять оценки. Значит, кого мы поставим на первое место? Ну, тут, я считаю, без вопросов, DeepSeek на первое место, 4 балла отдаю. Второе место. Вот второе место я бы отдал модели Ornit. То есть, почему? Потому что по факту она, нейросеть, сделала полностью рабочее приложение, за исключением мелких косяков по пагинации и вот этими некоторыми неработающими кнопками. То есть, ну, это, я так понимаю, все связано с пагинацией. То есть, какие-то тут лишние элементы выводятся, и к ним кнопки не привязаны, получается. То есть, я думаю, что вот это вот можно поправить, если еще там задавать ему промпты новые. То есть, ну, я, как говорил, изначально у нас только 3 попытки было на исправление. То есть, за 3 попытки он вот это вот не смог починить. Но в то же время все остальное работает, график работает, фильтры работают, все остальное работает. Поэтому, мне кажется, вполне заслуженно. Ornit мы ставим на второе место, даем 3 балла ему. Дальше. Третье место. Ну, третье место, я думаю, тут понятно, что это Qwen, потому что, в принципе, тут все рабочее, за исключением графика. Ну, и график он так и не смог починить. То есть, он ходит по кругу, правит одно и то же, и ничего не может сделать. Поэтому даем Qwen 2 балла. Ну, и 1 балл достается нашему Quebble, который по факту не справился с этой задачей. Так. Это было у нас второе задание. Теперь переходим к третьему. Итак, все наши 4 модели выполнили третье задание. И вот, собственно, перед вами результат. Сразу хочу сказать, что все 4 модели это все сделали с первого раза. Даже тут, если были какие-то погрешности, я не стал никакие заставлять делать правки, оставил все как есть. Поэтому давайте посмотрим поближе. Qwen 3.5 9B. В принципе, свеча нормальная, но форма пламени, конечно, меня немножко смущает. Мне кажется, все-таки слабо похожа на настоящий. Свеча от Quebble. Ну, тут вижу сразу косяк в том, что у нас фитиль отсоединен от корпуса самой свечи. И второй косяк, я бы сказал, это какой-то цвет пламени сомнительный, и форма тоже не очень похожа на настоящее пламя. Так, это у нас свеча от модели Ornit 1.0 9B.
Значит, ну тут уже расцветка корпуса мне, честно сказать, больше нравится. А также цвет пламени уже похож на настоящее пламя, хотя форма все так же какая-то круглая, ну, не сказать, что похоже на натуральное пламя. И четвертая наша свеча от Дипсика. Ну, тут самый лучший результат, на мой взгляд, это очевидно. И форма свечи, и цвет свечи похож, и форма пламени, самое главное, наилучшая среди всех вариантов, и цвет, в принципе, нормальный. Никаких косяков я тут не вижу. Поэтому, если расставлять оценки, то они будут такие. Первое место это DeepSeek, ставим ему 4 балла. На второе место я ставлю Ornit 109B, потому что, в принципе, у него тут и свеча нормальная, и цвет пламени нормальный. Ну, с формы пламени немножко он подкачал, поэтому второе место 3 балла. А на третье место я ставлю свечу от Квена. Значит, здесь форма, опять же, не похожа на настоящую, плюс еще цвет, ну, не очень похож на пламя, как мне кажется. Поэтому третье место 2 балла. Ну и на последнее место снова у нас прилетает наш Quebble. Тут, во-первых, косяк с фитилем отсоединен от корпуса, цвет пламени какой-то странный, не похожий, и форма тоже круглая, не особо похожа. Поэтому последнее место и 1 балл. Так, переходим к последнему заключительному нашему тесту в 3D. Ну и, собственно, финал нашего теста. Это 3D модель, low poly модель деревенского домика. И результаты вот такие. Значит, это у нас Qwen 359B. Что он сделал? Ну, в принципе, на дом, конечно, это не похоже, но как бы есть стены, есть коробка, есть крыша, есть труба. Вот. Забора нет, вместо забора тут какие-то столбы утыканы, как будто минное поле. Ну, допустим, камни есть, деревья где-то в стороне, хотя в промпте написано, что должны быть вокруг дома. Ну, кто его знает. Хотя сами деревья, в принципе, похожи на деревья, более-менее. Вот. Окон, дверей я не вижу. Хотя нет, вот это что, непонятно. Может быть, это окна, но это не точно. Ну, в общем, вот такой вот домик в деревне от Квена. Дальше. Вторая наша моделька – это наш Quebble. Как мы видим, результат нулевой. Что и как бы ожидалось. Дальше третья модель. Это у нас наш Ornit 109B. Что он тут сделал? В принципе, по композиции он сделал даже лучше, чем Квен. То есть у него дом по центру, ну, якобы дом. Вокруг деревья, камни, то есть примерно как в промпте и требовалось. Даже вот он забор попытался вокруг дома сделать. Не полностью, но какие-то наметки есть. Дальше есть труба, вот, есть окно, есть вот эта дверь, но, конечно, со стенами тут что-то не задалось. Как и с крышей, тоже какая-то непонятная штука. Но, тем не менее, тоже есть какие-то очертания дома. Ну, кто его знает. Вот между вот этими двумя вариантами я даже не знаю, кто лучше. И четвертая наша моделька DeepSeek V4. Тут, в принципе, понятно, что результат намного лучше, но тоже не без косяков. Первый косяк – это цвета. Цвета какие-то бледные. Изначально вообще, как бы при первом прогоне DeepSeek выдал все модельки в черном цвете. То есть потом я уже его заставил это поправить. Вот он добавил такие цвета. В принципе, они различимы, но, конечно, бледноваты. В остальном дом, конечно, больше всех похож на дом по сравнению с остальными моделями. То есть тут у нас и дверь есть, и как бы намеки на окна, и крыльцо, я так понимаю, он хотел сделать. Крыша вообще идеально получилась.
Из трубы даже какой-то намек на дым идет. Забор, в принципе, он начал строить, то есть поставил столбы вокруг дома, даже лежат вот эти вот, как их назвать, рейки, доски для забора, правда, не прибил к столбам почему-то. Деревья вокруг есть, деревья, кстати, вообще классные получились у Дипсика, даже какие-то травинки видны, вот мелкие. В общем, ну, Дипсик тут явный лидер, спора тут нет. Давайте расставлять оценки. Значит, за 3D наше задание. Дипсик получает заслуженные 4 балла. А вот насчет второго и третьего места надо подумать, где у нас все-таки лучше получилось. Все-таки я, наверное, второе место отдам Квену. Даром, что у него сама композиция, конечно, хреновая, в том плане, что деревья где-то в стороне, забор странный. Вот, но у него какой-то намек есть хотя бы на коробку дома, есть крыша над домом. Вот. Сами деревья, в принципе, неплохие. Можно понять, что это деревья. Есть камни и все в таком роде. Даже есть какие-то окна. Все-таки, наверное, да. Квену я отдаю второе место, даем 3 балла. На третье место ставим наш Ornit 109B. То есть тут композиция правильная, но сами модельки, конечно, слабые. Деревья, ну, просто в виде каких-то воздушных шаров, не очень похожи на деревья. Потом камни, тоже, по сути дела, их нет, какие-то зеленые кругляшки и разные цветные шарики, то есть, ну, это не камни. Потом сама коробка дома не получилась у него, то есть в таком доме жить нельзя. То есть вот в этом доме от Квена еще как-то можно поселиться и спрятаться от дождя, так сказать. А в этом домике уже вряд ли. Вот. Поэтому все-таки Ornit у нас третье место и 2 балла. Ну и наш многоуважаемый Квебл, который опять не справился, получает 1 балл. И какой итог? Давайте посчитаем сумму баллов. Сколько у нас набрал Квен? Значит, 4 плюс 2 это 6, плюс 2 это 8, плюс 3 это 11. Квен 11 баллов набрал. Квебл 1, 2, 3, 4. 4 заслуженные балла Квебла. Ornit, значит, 2 плюс 3 это 5, плюс 3 это 8, плюс 2 это 10. Набрал 10 баллов. Ну и Дипсик, который как бы вне зачета. Мы просто его брали, чтобы понять разницу между локальными маленькими модельками и большой облачной платной моделью. А Дипсик набирает 3 плюс 4 7, плюс 4 11 и плюс 4 15. Вот такие вот у нас результаты. Давайте перепроверю еще раз. Квен 6, 8, плюс 3, 11. Все правильно. Квебл правильно мы посчитали. Ornit 2 плюс 3, 5, плюс 3, 8, плюс 2, 10. Ну да, вроде все правильно посчитал. То есть какой итог? Ну, Дипсик у нас ожидаемо победил, набрал 15 баллов. Второе место с небольшим отрывом от преследователя набирает все-таки Квен с 11 баллами. Третье место у нас с небольшим отставанием от Квена занимает Ornit. И последний Квебл. Вот такие итоги. Что еще можно сказать? Значит, я для себя сделал такие выводы, что я по-прежнему остаюсь с Квеном 359B. Как ни крути, но все-таки это базовая модель, и она все-таки работает сильнее, чем всякие доработанные ее версии, как ни крути.
Модель Quable это полный провал. Вообще я не советую ей пользоваться. Мне кажется, что она ни у кого не найдет положительных отзывов. И третья наша моделька Arnit. В принципе, она интересная. В каких-то тестах она обогнала наш Квен, но в каких-то отстала. Не могу сказать, насколько она по факту отличается от Квена 9B. Но вот если смотреть на вот эти вот бенчмарки, которые тут выложил создатель этого Арнита, ну, честно говоря, мне в них верится слабо, потому что вот на моих тестах он примерно равен Квену 3.5.9B. То есть ни с какими большими модельками она вряд ли сможет тягаться. Вот такие выводы, друзья. Что ж, спасибо за то, что посмотрели. Тест был долгий. Делал я его с перерывами почти полдня. Но, тем не менее, спасибо за то, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комменты. Также приветствую в комментах какие-то ваши предложения по поводу следующих видео, что бы вы хотели посмотреть. Пишите, я почитаю, подумаю, может быть, выпущу следующее видео именно на тему, которая интересует вас. Всем спасибо, всем пока.